Всем героям большой-большой привет, с вами на связи Импреза. Сегодня у нас с вами в обзоре будет ледяной маг. Давайте посмотрим, разберемся, что он, для чего он, где он нужен и как его использовать. Итак, что здесь по левой стороне у нас видно? Здесь у нас дополнительный урон по замороженным врагам, длительность эффектов прибавляется, и вот есть немножко такое нестандартное отклонение. Усиление – это шанс заморозки врагов перчатками. То есть из всего вот этого вот можно сделать, ну, скажем так, очевидный вывод о том, что герой у нас является с уклоном на заморозку. То есть все будет у него связано именно с тем, чтобы заморозить и контролировать врагов. Далее давайте перейдем к уровням, посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас по глобальным усилениям 2,5% к длительности эффектов, 12,5% к урону, плюс, вот, кстати, мощное усиление. Все герои, которые разделяют фракцию, то есть все, кто относится к магическому совету, к вот этому, да, к магической фракции, они у нас получат буст в 1-1 к дополнительному урону по замороженным врагам. Это очень и очень полезно, это очень и очень хорошо, то есть это усиление, оно будет, ну, будет ощущаться, то есть без этого нам никуда. И дальше у нас плюс 4% к бонусу опыта, соответственно, это значит, что мы с вами быстрее будем поднимать уровни во время забега, то есть здесь все очевидно и просто. И если 140 уровень мы ему сделаем, то у нас будет еще больше урон по замороженным врагам. Делать это, стремиться или не делать, я думаю, что однозначно не стоит, потому что герой у нас по факту донор глобальных усилений, но на начальном этапе игры, если вы находитесь, то в любом случае нужно стараться получить его как можно раньше. Объясняю почему и объясняю, как это сделать. Ну, во-первых, мы с вами получаем плюс, как минимум, плюс 3 глобальных усиления, которые будут распространяться на весь профиль. Также мы получаем глобальное усиление, которое распространяется у нас с вами на фракцию. Это тоже немаловажно. И если мы его с вами доведем до 5 звезд, это вопрос времени. Если мы играем в долгосроки, то плюс 100% к урону мы с вами еще получим. И в какой момент его вообще лучше открывать? Вот самый главный вопрос. Насколько я помню, если ничего не поменялось, и если я не ошибаюсь, то, по-моему, он стоит 2500 кристаллов. То есть 2500 вот этих вот гемов нужно будет потратить на то, чтобы его открыть. И вот если, например, брать сейчас, у нас с вами идет событие по открытию рогатки, йо-йо и молота, то лучше, конечно же, кристаллы не тратить на то, чтобы мага этого открыть. Лучше забрать что-то из оружия, потому что маг этот, он никуда не денется. Вы его обязательно откроете. Это очевидно, легко и просто. И вот открывать вот таких вот персонажей подобного рода лучше всего именно в тот момент, когда у вас идет событие, ну, я их называю унылое событие, то есть там, когда нам дается всего лишь одна бесплатная попытка прокрутить, сделать вот это вращение, когда идет, ой, по-моему, она называется счастливая рулетка, Lucky Spin, там что-то как-то вот так вот она называется, туда еще часто вот этих вот избранных звездочных героев туда особую фракцию запихивают, там, кто там у нас, Дед Мороз, Лепрекон, тыква там тоже, императрица. Вот когда вот такие события идут, и вы понимаете, что вы, скорее всего, ну не выбьете вы там что-то, либо вы будете донатить, то есть делать покупку и уже забирать билеты, прокручивать, копить валюту и у кого-то забирать. Вот. Либо в это событие
вы просто вот открываете кого-то очередного, то есть события мимо вас, грубо говоря, не проходят, вы плюсанулись героем, все, и вам от этого хорошо. Вот это вот просто мой такой совет, то есть не спешите тут же сразу все это дело открывать, вы успеете, это вопрос времени. Что у нас по скиллам? Ледяные руки. Плюс 10% к шансу заморозки врагов перчатками холода. И это неплохо, это повышает контроль, но давайте сразу учитывать тот момент, что заморозка, например, она не будет работать на боссе, да, то есть, соответственно, с уклоном по замороженным врагам в боссе ледяной маг он просто, ничего не сделает. Соответственно, этот режим у нас отпадает. В кошмаре, да, в кошмаре можно попробовать, но учитывайте, что нужна прокачка, потому что я помню, как я его открыл на начальных этапах, он мне не понравился от слова совсем, но как бы сейчас посмотрим, в подземелье сбегаем, что он вообще из себя представляет. Если его разогнать, то вполне себе неплохой вариант. Дальше. Замороженные враги, которых мы с вами положили, имеют 40% шанс на то, чтобы взорваться, и это у нас будет повышать урон. И тут как бы все очевидно и просто. То есть нужно, самое главное, что? Самое главное, как можно больше заморозить и прихлопнуть. Все, дальше уже дело как бы должно уже делаться само по себе через вот это раздробление. Ульта. Замораживание врагов заполняет ультимативную силу. Мы с вами помним, есть у нас хороший яркий пример. Та же самая часовщица, к примеру. У нее ульта набирается за счет замедления. То есть, если мы с вами будем использовать палки, которые будут замедлять, то она постоянно, можно сказать, будет находиться в состоянии ульты. То есть там ульта просто, она будет шух-шух работать бесконечно, можно так сказать. Здесь же уклон у нас идет на заморозку, то есть немножко это необычно. Замораживание врагов заполняет ультимативную силу. При заполнении ледяные снаряды замораживают врагов на экране и наносят 100% урона от оружия. И вот по поводу прокачки, стоит ли вообще прокачивать, тратить книги наши, вот эти драгоценные на это все или не стоит, я бы, да не то чтобы я бы, без бы, я и не стал этого делать, потому что я понимаю, что герой у нас среднячок, помогает всего лишь открыть глобальное усиление, все, не более, больше нам здесь ничего от него не нужно. То есть глобалки забрали, коллекцию пополнили, он у нас есть, все. На этом мы с вами остановились. Вот так он выглядит, этот ледяной маг. Что у нас здесь? Здесь у нас слабенькое глобальное усиление, но немаловажное, плюс 5% к длительности статус эффектов. Да, оно мало мощности вам дает. Да, вы этого не чувствуете, да, не хочется тратить на это ресурсы, но, ребята, это нужно. Кузница, точнее, арена с перчаткой уже была в какой-то момент, и вот кто успел, тот прокачал, кто застал эти времена, тот прокачал. Ну, я думаю, что рано или поздно арена повторится, и мы с вами прокачаем еще выше. Ну, вот я, по крайней мере, Эво точно открою. Здесь что я поставил? Я прибавил шанс на заморозку врагов перчатками, потому что это все будет влиять на ульту, и, соответственно, больше урона, больше в ультимативном состоянии мы с вами будем находиться во время забега, и я посчитал, что это будет как бы более профитно, нежели чем просто плюс 10% к области плюсануть. Вот, здесь еще плюс 5% я прибавил. Ну, можно, конечно, для контроля поставить плюс 20% к длительности статус эффектов. Но если вы хотите именно повысить урон, то левая сторона это вам. То есть тут все тоже как-то вот немножко прямолинейно. Левая сторона у нас идет на повышение урона,
Правая сторона у нас вот здесь вот идет на повышение контроля. То есть длительность эффектов вам позволит дольше удерживать мобов в замороженном состоянии. И вот Эва, да, вызывает элементаля льда, который стреляет ледяными глыбами во врагов. Я этого не видел, я этого нигде ни у кого не спрашивал, никто не хвалился, не показывал. Если будет возможность, обязательно это сделаем. Это вопрос времени. Пишите, если нужно, там попробуем, что-то придумаем. И здесь вообще что-то невероятное, конечно, происходит. Но я бы поставил левую сторону, плюсанул бы здесь 5 снарядов, потому что перезарядка мне такая вот невероятная, минус 40%. Возможно, это, конечно, было актуально в тот момент, когда герой только вышел. Вот даже просто посмотрите, если в кузницу зайти. Кузница-то у нас с вами сделана по хронологии. Он у нас раз, два, три, четыре, пять, шестой герой по счету. Все, то есть это самое начало игры. И, соответственно, наверное, тогда, в тот момент, вот эта кузница, она была актуальна, когда, ну, просто неоткуда было брать такое количество перезарядки. Не было еще столько глобальных усилений. Это уже потом вот эти другие герои стали появляться, в которых можно было забирать вот эту перезарядку. Там, по 2,5 собрали, и все. И того уже много, и уже пределы вы достигли. Вот. Ну, а здесь, естественно, лучше поставить левую сторону и прибавить плюс 5 снарядов. Но где вы это будете использовать, решать только вам. В кошмаре, да, там можно побегать, арену можно попробовать почистить. Обычные сложные главы, я думаю, тоже вы без проблем пройдете, но в остальных режимах, я думаю, что вы попотеете, играя за ледяного мага. Так, ну и соответственно, неплохим вариантом будет... Ладно, не буду это говорить, потому что экипировка, она все равно зависит не от героя, а от режима. И, ну, упор, конечно, на кольцо волшебника ставить, я думаю, смысла нет. Потому что в любом случае, я думаю, что если вы разбираетесь, то вы так и так его поставите. Сейчас оно, кстати, в сборке стоит. Погнали, давайте уже смотреть, а то уже так долго рассказываю. Ну, еще учитывайте тот момент, что это ремастер, это не тот обзор, который был первоначально созданный на коленке, скажем так, первичный. Много обзоров я там поубирал, много ненужных всяких лишних, там порядка 30-35 роликов ушло. Заходите в закрытую группу обязательно, пишите, стучитесь, ищите, все ссылки в комментариях будут к этому видео. Вот, заходите, там много полезной информации, карточки героев, карточки палок, там все расписано, расстановка, где как кузницу расставить лучше, также там тир-листы актуальные, чат 24/7 работает, так что буду ждать. Итак, что у нас здесь? Здесь давайте делать уклон на основное. Ну, естественно, здесь я возьму ледяной посох, чтобы быстрее вот эта ульта у нас с вами набиралась. Так, основное оружие берем, обновим, основное берем, обновим. Так, жизнь, ну, кстати, неплохой будет вариант взять, потому что будет Эва ледяного посоха, но я возьму рогатку, потому что рогатка имеет шанс на то, чтобы заморозить врагов. Обновим и прибавим посох. Так, давайте включим. Так, и вот я помню, кстати, мне не нравилось то, что у него атака идет в бок. Не вперед, а в бок. Но сейчас, по крайней мере, уже это другой уровень прокачки, уже глобальных усилений-то побольше, в области тоже всего вот этого вот, и скорости снарядов там, и прочего, и снарядов в целом-то их стало побольше, соответственно, должно быть уже полегче. Быстро мы собрали, быстро получилось сделать. И вот в тот момент, когда был первый обзор, тогда еще не было вот этого
автоматического прицеливания в сторону врагов. Сейчас-то уже попроще становится, то есть вот он крутится сам, там как-то все это пытается делать, и все это дело у нас ощущается. Давайте перезарядку прибавим, области возьмем, еще давайте перезарядочку. Ну и как видите, тут у нас прям почти весь экран мы занимаем тем, что у нас вот эти вот ледяные шипы появляются. Запускается ульта, смотрите, куча всего, но урона мало. И это чувствуется, тяжело ему здесь, некомфортно он себя чувствует, ну потому что не прокачан у нас волос совсем. Надо прибавлять вот это ледяной посох. Надо будет сейчас, наверное, книгу жизни взять, чтобы у нас Эва получилось сделать. Сейчас еще в области прибавим. Ну, конечно, было бы неплохо здесь взять удвоение. Оп, все, даже половину. Нет, половину прошли. Но тяжело. Видно, что слабенький, очень слабенький. Книжка не прокачана. Ну, возможно, с Эва было бы ему проще. Да, наверное, зря я тут скорость взял. Надо было брать удвоение. Ну, давайте, ладно. Возьмем удвоение. Так. Урон надо прибавить. Вот чем бы его прибавить? Давайте вот этим. Вот вам лайфхак, как бегать. Видите, живучесть. Не знаю, пройдем, не пройдем. Но мне кажется, не пройдем, потому что боссы нам не дадут. Сейчас боссы будут выскакивать. Лайфхак заключается в чем? Лайфхак заключается в том, что проходить можно подземелье как кошмар. Здесь это тоже работает, поэтому можно посмотреть руководство с пальцами. Если кому-то это нужно, то пожалуйста. Ну, как минимум, выживаемость вы можете свою продлить. Также, кстати, я вот сейчас веду статистику по подземелью. Делаю там забеги, все записываю. Кто сколько пробежал, какой урон нанес. И вот если просто в наглую стоять за ледяного мага, ну видите, да, все, он не прошел. Ну смысла нет его гонять. Тут как бы другие герои чувствуют себя неплохо на самом-то деле. Этот, ну, как видите, он прям ему вот тяжеловато здесь становится, потому что, ну, не хватает ему урона. Он уже просто морально устарел. Может быть, если ему там прибавить этот ранг, и он посерьезнее будет, то, возможно, да, возможно, в этом будет толк. Но, опять же, как практика показывает, все, что даром достается в этой игре, все, что вот легким таким путем открывается, то есть вот кристаллов там 2500 накопить, это же не так сложно. Это там при желании, если вы главы проходите, можно и там, грубо говоря, за там 4-5 дней, грубо говоря, это все дело накопить. Вот. Все, что легко достается, оно все как бы не особо такое полезное, играбельное, скажем так. Но в любом случае нужно его открывать. Он не такой уж и как бы ненужных героев в игре их просто нет, потому что глобальные усиления, они нужны обязательно. Из всего этого делаем вывод. Герой среднячок нужен для глобальных усилений. Открываем в тот момент, когда нам скучно в игре. То есть, когда идет событие грустное, то вот открываем. Все. На этом все. Вот такой вот обзор получился. Всем пока-пока. До новых встреч.